А, я знаю, что это. Всем привет! Это начало третьей серии по постройке гиты на 3S. И мы продолжаем оживлять донора. Сейчас мы займемся одной из ошибок. Это система ABS, так как мы обнаружили, что там нет ни релюшки, ни предохранителей. Взяли, короче, опять с гиты. Вот попробуем поставить и посмотреть, устранится ли эта ошибка. Устанавливаем релюшку и идем смотреть, заработала ли ABS. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Итак, поняв, что нужно менять еще и датчик ABS, мы решили пока продолжить отмывать салон. Задача эта была непростая, так как салон был очень грязный. Ребята приступили к снятию японской шумоизоляции, закрепили двери на веревке, чтобы они не закрывались. Тут увидите ситуацию внутри дверей. Пылесосили, мыли, все, что можно отмыть. Нашли милые открытки прошлых владельцев. В целом, по всем кадрам понятно, насколько все было печально. Пыль и грязь была даже там, где, казалось, ее не могло быть. Также в этой комплектации когда-то шел заводской монитор GPS, но мы его убрали, так как он не работал, и вместе с ним убрали лишние провода. Знаешь, как фильтр стоял? Просто вот так закинул. Это что такое? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Время шло, уже начало темнеть, а мы все моем и моем. Как вы могли заметить ранее, двери не держались даже на полном открытии. Вот вам краткая инструкция по ремонту ограничителей двери. Снимаем ограничители и заказываем с Озона или ВБ вот такой ремкомплект, согласно вашей модели авто. Далее рассверливаем корпус, чтобы добраться до самих пластиковых ограничителей. Берем новые ограничители, надеваем их на вот эти черные подушечки. Смазываем силиконовой смазкой, чтобы легче входило обратно в корпус. Прижимаем ограничители к выемке, вставляем обратно. И все, идем ставить на место и радоваться результату. И наша любимая мойка, которая казалась нам бесконечной. Мы просто вымывали нефть. Потом мы поехали за город забрать у прошлого хозяина торпеду, которая пролежала на улице и требовала реставрации. И вот наконец-то вы видите, что мы начали сборку салона, начиная с самого верха, то есть потолка. А вот это самое кресло из прошлой серии, которое преобразилось. По предыдущим кадрам вы могли понять, что мы полностью отмыли салон. Также поняли, что мы ошиблись с ошибкой по коробке. Все-таки все в порядке, она трогается с первой передачи. Это значит, что мы будем дальше искать причину, почему машина плохо едет. Что касается самого проекта, то из-за всяких мелочей по кузову и салону эта машина превратилась из донора в основной проект. Много чего из нее хотели забрать в гиту, но получается, что вкладываем в нее, а это тормозит весь процесс. Нашли в гараже оригинальный плафон подсветки багажника и установили его. Успели обменяться на родные бампера, и нам кажется, так стало гораздо лучше. Эту раритетную ручку прямиком из Японии мы обнаружили у нас в гараже. Помешавшись на уборке, мы отмыли под капотом и заменили корпус воздушного фильтра. Воздушного фильтра с целыми ухами.
nuestra canción. В завершении сборки салона оставалось лишь подключить магнитолу. И он не включился. Зря говорят, чтобы что-то взять, нужно что-то дать. Но мы не отчаиваемся, двигаемся дальше.